Тао – путь вознесения. 7 категорий иллюзии. Иллюзии подразделяются на 7 основных категорий, сведения о которых мы хотели бы привнести в ваше сознание, чтобы каждый из вас мог лучше понять природу иллюзии. Можно заметить, что на Земле семерка является магическим числом. Здесь 7 лучей, 7 путей Махавишну, 7 форм самонадеянности, 7 форм корневых страхов и 7 типов иллюзии. Почему 7? У каждого творения есть особая математическая основа, связанная с первоначальным потоком энергии, выделенным его Верховному Богу и Богине. У творения, называемого Землей, энергетический поток трехсферический. У тройной сферы магическим числом будет девятка, 3 точки каждой сферы в сумме дают 9. Магическим числом вашего творения является девятка. Первоначально выделенная вашему творению магнитная энергетическая сигнатура представляет собой девятку, у которой 3 сферы наверху, 3 сферы внизу и 3 сферы в центре, всего 9. В настоящее время ваше творение имеет энергетическую сигнатуру у семерки, в результате того искажения, в которое впало ваше творение. И в настоящее время энергетическая сигнатура вашего творения представляет собой семерку, у которой 3 точки наверху, 3 точки внизу и 1 в центре, на пересечении, всего 7. Девятка делает ваше творение более уравновешенным и срединным, по сравнению с семеркой. Это состояние срединности необходимо, чтобы вывести ваше творение с уровня распада, или той плотности, в которую оно впало, и каждый вид на Земле вознесся, включая человечество. Поэтому, те, кто совершает вознесение, изменяя свою биологическую природу в трехсферическую, изменяют саму природу вашего творения, и тем самым выводят его из искажения, из-за завес иллюзии, узницей которых оно было эоны времени. Энергетические числовые модели также называются священной геометрией. Меркаба, будучи священной геометрией другого творения, является иллюзией, поскольку никогда не была энергетической сигнатурой, предназначенной для вашего творения. Тем не менее, при смешении электрической энергии с магнитными энергиями, Меркаба была внедрена и получила распространение как часть геометрии для вашего творения. Именно таким образом создаются иллюзии. Когда чуждая энергетическая сигнатура принимается в качестве нормы, но на практике она не соответствует изначальной светокопии творения, образуются искажения, или так называемые иллюзии, или завесы. Диссонанс между сигнатурами порождает туман той или иной плотности, превращающийся в завесы иллюзий. Меркаба – всего лишь одна из 36 электрических моделей, служащих причиной искажения, или иллюзии. Чтобы вознестись, необходимо подняться над многими слоями завес. При освобождении своего поля и биологии формы от противоречивых энергетических сигнатур происходит вмещение объединенного сознания и восстановление изначальной светокопии гуманоидного вида, привнесенного на Землю, и имевшего исключительно магнитную природу. Только тогда, когда это произойдет, одновременно будут преодолены все завесы иллюзии, окутывающие в настоящее время человечество и Землю. А сейчас мы хотели бы подробнее обсудить 7 типов иллюзий. Можно заметить, что 7 типов иллюзий схожи с 7 формами самонадеянности и коренных страхов, но не одно и то же. Вы также увидите, что люди, предрасположенные к конкретному корневому страху или виду самонадеянности,
будут предрасположены к соответствующей иллюзии, преодолеть которую при своем вознесении им будет труднее всего. Сознавая природу различных типов иллюзии, вы, возможно, будете лучше готовы к преодолению тех из них, которые по вашей генетической природе являются камнем преткновения. Иллюзия власти. Стереотип анархии. Иллюзия власти связана с первым корневым страхом, страхом жизни и смерти, выживанием и самонадеянностью, основанной на амбиции, и областью первой чакры. Иллюзия власти предполагает, что для выживания в физическом мире необходимо постоянно бороться и соперничать, а не сотрудничать с другими в единстве и гармонии. Иллюзия власти предполагает, что может быть только один лидер, которому уверено руководство и контроль, а не несколько, объединенных вместе одной целью, и вносящих свою особую истину, дары и таланты. Иллюзия власти также предполагает, что мнение лидера авторитетно, авторитарно, непререкаемо, и каждый член группы беспрекословно должен выполнять волю, приказ лидера. В современной парадигме, любая группа людей опирается на иерархическую структуру, и между лидерами и членами команды, группы, идет соперничество. Если много лидеров попадают под одну цель, они грызутся на всех фронтах. Такова природа современного руководства на Земле, в котором как руководители, так и члены группы соперничают и борются за передел сфер власти и влияния. Примеры подобных осложнений можно встретить среди корпоративных сменщиков, где одна корпорация вытесняет другую, используя управление ресурсами. В этом случае одно руководство не уважает другое, а скорее стремится подорвать его и заполучить себе всю выгоду и доходы. Еще один образец иллюзии власти проявляется в форме революции, во время которой правительство, созданное на генетической наследственности или королевской власти, было сброшено и заменено более демократичной выборной системой. При этом к членам королевской семьи не было проявлено уважение, и многие были в прямом смысле уничтожены, жестоко убиты. Это явилось кармическим возвратом того, что королевская власть не уважала народ, и это с самого начала породило анархию, и было ее причиной. Энергия, находящаяся за стереотипом анархии, вызывает неустойчивость энергетического потока в группе. Когда неустойчивость усиливается, силы оппозиции выигрывают сражения и берут руководство на себя. При этом, энергия анархии в процессе группового посвящения препятствует дальнейшему вознесению группы, до тех пор, пока каждый ее член не избавится от потребности соперничать за власть друг с другом, и не примет всех с уважением. При преодолении стереотипа анархии появляется возможность совместной работы многих в одной организации. И тогда не только лидеры, но все люди смогут стоять бок о бок и поддерживать друг друга в контексте эволюции, а не вести взаимные происки и интриги. Иллюзия слепого доверия. Иллюзия слепого доверия связана со вторым корневым страхом эмоций и сексуальности, самонадеянностью, порожденной жесткостью, непреклонностью и областью второй чакры. Иллюзия слепого доверия предполагает, что другому человеку или группе доверяют не проверяя, резонирует ли он с вашей внутренней истиной, и позволяют уводить себя с пути, ведущего домой. Подобным образом, иллюзия слепого доверия возникает также в отношении к любому руководству, когда вы неукоснительно доверяете всем полученным приказам и наставлениям, не перепроверяя,
действительно ли они резонируют с вашей истиной. В настоящее время многие руководители и бизнесмены в условиях современной изменяющейся реальности применяют старые практики сбора рекомендаций, тестирования, анкетирования, полиграфирования и сбора всевозможной информации о потенциальных кандидатах в сотрудники, что является ярким проявлением стереотипа слепого доверия. В чем же здесь искажение? Чему доверяется в данном случае человек? Внешним источникам информации, которые вовлекают его в искажение. Вместо того, чтобы проводить собеседование с полной проницательностью, обратясь к своей интуиции, и начать видеть людей собственным взором, для того, чтобы почувствовать резонанс или диссонанс. Существует истина на уровне тела, являющаяся частью человеческого бытия, построенного на вибрации. Душа, находящаяся в резонансе с истиной тела, приходит во взаимодействие с ним, что основано на соответствии частот энергии истины. Душа также вступает во взаимодействие с кармой, содержащейся в генетической памяти формы, и часто между ними вообще нет резонанса. При высвобождении кармы между душами, привлеченными друг к другу на кармическом уровне, появляется большая возможность проявления подлинной истины и меньшего искажения в отношениях между душой и формой. Иногда душа, получившая искажение и привлеченная кармой, которую еще только предстоит высвободить, входит в поле, осуществляя неверное руководство, или вообще блокирует ваше общение с высшей душой. Научившись проверять любое наставление, воспринятое на уровне интуитивного внутреннего знания, можно гарантировать, что вас не будут сбивать с пути искаженные души, взаимодействующие с вашим полем. Другим, противоположным полюсом иллюзии слепого доверия, является полное недоверие, подозрительность. Противоположностью доверия является недоверчивость, подозрительность, скептицизм, основанный на сложившихся предубеждениях. Человек по своей природе хочет доверять. Почему? Потому что очень долго человеческим воплощением управляли ленивые, и к тому же раздробленные, осколки душ, и управление воплощением было поручено ими, запрограммированным механизмом. Доверие – искаженное понятие, заставляющее больше полагаться на других, нежели учиться полностью полагаться на себя, с целью эволюции. Следовательно, все формы доверия связаны с созависимостью, когда один доверяет другому, тому, кто о нем заботится, или заслуживает доверия, если заботится о ком-либо. Понятие доверия порождает духовный застой, при котором один человек желает, чтобы другой сделал что-то для него вместо того, чтобы учиться развиваться в соответствии с собственной волей и возможностями. Вне искажения вашего творения, доверия не существует, только стремление все познать, увидеть, изучить, осознать, расти и развиваться в сотрудничестве и единстве. Слепое доверие также проявляется в отношениях гуру-ученик. При таких отношениях ученик слепо доверяет гуру вести себя домой. Ученик ожидает, что гуру сделает это за него, а гуру созависимо берет на себя заботу о подопечном. В обмен он забирает все духовные знания подопечного, так, что фактически влечет утрату гуру своей истины. В результате не могут вознестись ни ученик, ни гуру, поскольку для вознесения и тот, и другой должны обрести собственную независимую истину и соответствующим образом изменить биологию формы. Итак, человек, пораженный собственной духовной ленью, опираясь на костыли своих собственных иллюзий, доверяет кому угодно, только не себе, не желая ни видеть, ни знать,
потому что так спокойней. Так, во сне, он проживает всю свою жизнь, не задумываясь, зачем ему она дана. При вознесении, доверие к кому-либо, или чему-либо внешнему, может увести вас в сторону от пути, выработанного вашей формой и душой. Поэтому, всем возносящимся мастерам, рекомендуется учиться настраиваться на собственную истину, и неукоснительно ей следовать, не позволяя себя ослепить доверием, тестируя все послания от руководства, резонансом с собственной истиной, чтобы иметь возможность не сворачивать с пути домой. На духовном пути много ловушек и разворотов. Поэтому очень часто, из-за слепого доверия другому, сбиваются с пути и утрачивают возможность вознестись. Никто не может вознести другого. Каждый должен сам нести свою ношу, принимать и вмещать свою независимую истину. Такой путь не будет легким, поскольку в человеческих отношениях стереотип созависимости генетически очень глубок. Иллюзия непричинения вреда. Иллюзия непричинения вреда связана с третьим корневым страхом силы, самонадеянностью, порожденной грубой силой, и областью третьей чакры. В иллюзии непричинения вреда человек думает, что вообще стоит выше причинения вреда, и поэтому не может принять собственную бессознательную тьму. Отвергая собственную тьму, не принимает бессознательное, а вознесение может осуществиться только при полном приятии, интеграции и прощении бессознательного. Человек, признавая факт наличия у него разрушительной кармы, сможет вывести разрушительные стереотипы на уровень сознания, осознать и преодолеть их. Принимая собственные разрушительные внутренние стереотипы, перестают осуждать, принимают и прощают все человечество. Преодоление может осуществиться только в состоянии прощения. И оно необходимо для того, чтобы произошло вознесение. Человеку свойственно считать, что он ангел, вне стереотипов причинения вреда, и что тьма его не касается, вся тьма где-то в стороне, в ком-то другом, только не в нем самом. Райза, аспект леди Райза, хотела бы подчеркнуть, что использовать, обладать, владеть, причинять вред, превращать в жертву, контролировать, манипулировать, накапливать и разрушать характерно для Антихриста. Она хотела бы также подчеркнуть, что все эти стереотипы ростовщичества, собственничества, обладания, причинения вреда, превращения в жертву, контроля, манипуляций, накопительства и разрушения являются частью человеческого генетического кода. Человечество является представителем гуманоидного вида на Земле, и именно гуманоидный вид на Земле представляет собой Антихриста. И если кто-то в повседневной жизни не действует в разрушительной манере, как он считает, то в многочисленных параллельных, бессознательных планах, где он также существует, он причиняет вред. Почему? Потому что его сознание находится в поляризованном состоянии. Вмещение бессознательного ведет к приятию собственного параллельного «я». Осознавая параллельное «я», дары, таланты и вредные склонности, можно принять решение изменить стереотипы так, чтобы еще на один шаг приблизиться к состоянию непричинения вреда. Поэтому убеждение в собственной безвредности является формой самоотрицания, при которой отрицается существование себя в других параллельных планах реальности и сама природа современного человеческого бытия.
Иллюзия привязанности. Иллюзия привязанности связана с четвертым корневым страхом любви и родственных отношений, самонадеянностью, основанной на взаимозависимой любви, и областью четвертой чакры. Иллюзия привязанности предполагает, что человек не может быть счастлив, если его не сопровождает другой человек или группа людей. При сохранении привязанности к другому человеку или группе тех, кто не поддерживает ваше вознесение, последнее полностью останавливается. Если вы поддерживаете отношения с другом, супругом, матерью, отцом, ребенком, можете честно спросить, действительно ли тот совершает вознесение. Если другой не возносится, а вы сохраняете фантазию о его вознесении, то можете полностью высвободить эту фантазию, чтобы принять реальность ситуации. Приятие требует от вас честной оценки других и предоставления им возможности следовать собственным путем. Давая другим такую возможность, вы оставите позади тех, кто не поддерживает ваш выбор вознесения. Качествами бодхисаттвы овладевают только тогда, когда посредством приятия позволяют следовать своим путем всем. Всем, без исключения. Приятие – это состояние бытия, при котором уважают путь любого другого существа, не одобряя и не осуждая, каким бы неправильным он вам ни казался. Вы видите, в настоящее время многие не стремятся к вознесению. Поэтому попытка привлечь на путь вознесения тех, чья душа не желает вознестись в этой жизни, это причинение вреда. Каждый путь чему-либо служит, некоторые – просто очищению кармы для многих душ, которым в ближайшее время суждено покинуть Землю и продолжить существование еще где-либо в третьем измерении. Бодхисаттва, более глубоко понимая пользу каждого пути, учится почитать все пути. Иллюзия привязанности лежит в основе созависимости. В состоянии созависимости полагают, что я должен довести тебя домой, или наоборот, меня должны привести домой. Природа привязанности, лежащая в основе вытягивания на себе другого, такова, что оттягивает энергию из поля, мешая форме подняться выше определенного частотного уровня. Привязанность представляет собой жгуты с присосками, идущие от одного к другому человеку, месту, предмету, растению или животному. Эти жгуты крепятся к узлам кармы, находящихся в эфирной решетке формы каждой из задействованных сторон. Из-за них в поле ауры образуются дыры, через которые энергия уходит как вода сквозь решето или кусок марли. В человеческих отношениях зависимость всегда идет рядом с созависимостью. Многие люди вовлечены в патологические созависимые отношения, когда раз за разом человек испытывает стресс, негативные эмоции, обиду, разочарование, боль, вину, стыд. В жизни человека, наиярчайшим образом, созависимость проявляется в алкоголизме и наркомании. Что такое созависимость? Созависимость – это полная зависимость от зависимого, когда окружающие, близкие люди, родители, дети, супруги, эмоционально, ментально и физически, полностью вовлечены в жизнь другого человека, например, зависимого от наркотиков или алкоголя. Они не живут своей жизнью. Вся их жизнь посвящена только одному – спасению других. Раз за разом, они повторяют привычные стратегии и пытаются избавить других от последствий, всячески исправляют его репутацию, угодничают, лгут, платят долги. И все это происходит под маской следующего представления. Он бедный, несчастный, обиженный, одинокий,
Весь мир враждебен, все настроены против него, и в любой момент он может погибнуть. Например, зависимый от алкоголя одевает на себя колпачок слабой, несчастной жертвы, но ведь есть мама, или жена, спасательница, и некоторые родители, и особенно мамы напоминают птиц, защищающих своих птенцов. Мама-спасательница не даст ему измениться, она будет отбивать все атаки на своего ребенка, защищать, обвинять весь мир, результата нет и не будет. Так она считает, что поступает по ее мнению, и мнению общества, самым лучшим образом, считая, что эти действия приведут к желаемому эффекту, но эффект получается обратный. Зависимый человек, алкоголик, лишается проявления в его жизни последствий своих действий, зависимость укрепляется, усугубляется. В итоге, мы имеем картинку наличия не только созависимости, но и клубок болезней, связанных с этой созависимостью. А сынишка уже сходил в тюрьму, наделал множество долгов, погубил свое здоровье, и самой матери. Мать вся больная, и не находит времени дойти до доктора, но все равно его защищает, все равно материнское сердце не может ни на секунду ослабить контроль. Результата нет. Мы честно вам скажем, как ситуация будет развиваться при таком стереотипе поведения. Если сын-алкоголик не умрет от алкогольной интоксикации во время вашей жизни, то умрет уже после вашей смерти, происшедшей по причине болезней, сформированных этой созависимостью. Сначала умрете вы, а следом умрет он, потому что полностью не приспособлен к тому, чтобы самостоятельно решать свои жизненные задачи. Потому что вы приняли на себя ответственность за все, что с ним происходит, вы защищаете, вы даете крышу, кров, пищу, деньги. Нет причины для изменений, с чего вы взяли, что человек будет меняться. Каждый раз вы поддерживаете и продолжаете разыгрывать совместно стереотип употребления. Здесь присутствуют совместные манипуляции чувством вины. Ты меня не любишь. Ты желаешь моей смерти. Вы меня недолюбили в детстве, обидели. Вы меня в детстве ударили тапком. Вы меня ругали за двойки. Вы токсичные родители. А если это жена, то ты мне изменяешь. Ты слишком ярко красишься, и борщ подала не той температуры. Связка подобных причин в основном берет начало в детском возрасте, когда отец по каким-либо причинам не участвовал в воспитании детей, или участвовал посредством применения насилия, а маме хотелось чувствовать себя молодой и красивой, и поэтому никто не интересовался душевным состоянием детей, и впоследствии этих причин мать компенсирует недостаток заботы в детстве ребенка излишней опекой и заботой в зрелом возрасте. Вы навесили на себя ответственность за другого, и несете ее на себе тяжелой ношей. Здесь необходимо понять, что взрослые люди несут полную ответственность за себя. Все остальное – это иллюзия. Зависимый всегда перекладывает ответственность на окружающих, а созависимый берет ее на себя. Никогда зависимый не признает, что причиной всего, что происходит с ним, является он сам. Брать ответственность на себя за действия других людей – это и есть сама суть созависимости. Созависимость – это тяжелейшее состояние, такое же тяжелейшее, как и сама зависимость, и даже больше, с той разницей, что созависимый является зеркалом зависимого. Он все время рядом, он участвует в его жизни, гиперконтроль, гиперманипуляции и, как следствие, очень низкая самооценка. Человек себя не ценит, не любит, внимания себе и своему здоровью не уделяет, огромное чувство вины, вот здесь не проконтролировал, не дожал, не досмотрел. А у алкоголика ответственности нет.
Всю ответственность за его жизнь созависимый принял на себя. И алкоголик с удовольствием воспользовался этим. Так как в состоянии прямой зависимости все предельно ясно, есть человек, и есть предмет страсти и сильного желания, например, алкоголь или секс. В случае же созависимости присутствует треугольник – алкоголь и двое зависимых от него, где один прямо зависим, а другой косвенно. И не всегда эта зависимость химическая, алкогольная или наркотическая, так как поведенческая или ментальная зависимость является не менее тяжелым состоянием. Некоторые люди настолько вросли в другого, что не готовы отпустить алкоголика даже в реабилитационный центр. Возьмите меня в уборщицы, я там буду бесплатно стирать, готовить, убирать, сидеть на скамейке, только бы быть при нем. Мамы и жены. Вы настолько напичканы предубеждениями и окутаны завесами иллюзий, что искренне считаете, что поступаете наилучшим образом, но вы забываете, что алкоголик – это не ребенок, а взрослый человек, наделенный своими кармическими задачами и полностью обеспеченным всеми инструментами для их решения. В свою очередь, созависимый человек, так же как и зависимый, не желает увидеть собственные разрушительные стереотипы и упорно отрицает свою собственную тьму. «Я не виноват, виноват он. Да, я употребляю, но только по праздникам». Так, вы отправляете алкоголика в реабилитационный центр, наконец выдыхаете и расслабляетесь, переложив ответственность на врачей, и при этом вы бегаете по периметру этого центра, нося ему передачки, вместо того, чтобы сесть и подумать, а что есть во мне такого, что поддерживает и питает всю эту ситуацию. Не проработав свои собственные стереотипы, вины, контроля, манипулирования, опеки и употребления, не проработав свои собственные страхи, предубеждения и заблуждения, все повторится снова. Что это значит? Что произойдет в таком случае? Алкоголик выходит из реабилитационного центра и снова попадает в ваши цепкие объятия. Здесь запускаются старые механизмы на тех же принципах собственности, обладания, вины, контроля, манипулирования, использования и потребления. Все это создает густую, вязкую паутину привязанности. Возможно, в том, что мы сказали, многие узнали себя. Мы зададим вопрос: сколько лет вы спасаете своего дитя, мужа, брата, и какой был результат? Как вы его контролируете, возможно, посредством денег, кулаков, скандалов, ограничений общения, пространства, прослушкой телефонных разговоров, встреч, разрушения его жизни или отношений с противоположным полом. Читайте мораль, все время прессуйте, с целью вызвать чувство вины, с требованием бросить предмет зависимости, отказаться от предмета страсти. Сколько раз вы влезали в жизнь зависимого? Сколько раз вы были спасателем, читали ему мораль, не спали всю ночь, а он даже на утро не мог это вспомнить? Сколько его долгов вы погасили, сколько денег вы потратили на его лечение? Поймите, что все, что вы до сих пор делали, не работает. Даже компьютеру, если послать один и тот же запрос 20 раз, он зависнет. Вы все время ходите по кругу одних и тех же неработающих иллюзорных концепций, которые не дают вам выйти из цикла разрушения. Сядьте и подумайте. Сбросьте с себя бесполезную ношу гуру, контролера, спасателя, исправителя, и начните собственное восхождение. При вознесении, каждый слой привязанности, относящийся к достигнутому вами следующему уровню вибрации, выводится наружу, для его анализа, рассмотрения и высвобождения. Каждый такой слой
имеет карму предков, стереотипы собственничества, вымышленной реальности, или какие-либо лишения благоволения. При высвобождении привязанности, карма, стереотипы собственничества, фантазии и лишения благоволения тоже высвобождаются и трансмутируются. Иногда, с высвобождением всех привязок, из жизни конкретного человека кто-то уходит. Если такой человек считается особенным и важным, может возникнуть желание не высвобождать привязанность, полагая, что этот человек в вашей жизни необходим. В этом случае, вознесение не может идти дальше. Нельзя полностью освободиться от привязанности, не предоставив другому возможность уйти из вашей жизни. В этом суть проблемы иллюзии привязанности, поскольку для вознесения вы должны по собственной воле отказаться от чего или кого-либо, мешающего вашему выбору вознесения. Многие посвящаемые потерпели неудачу по этой причине. Иногда это была привязанность к супругу или семье, иногда к ребенку, работе, организации или работодателю. Мы хотели бы подчеркнуть, что привязанность может относиться к группам, организациям, сферам занятости или месту жительства. Если вы искренне намерены вознестись в этой жизни, то должны полностью высвободить все подобные привязанности, что часто вызывает сильные перемены по пути домой. Кроме того, нежелание убрать привязанность может произвести дополнительный эффект, вызвав вместо вознесения болезнь. Вмещаемая при вознесении пятимерная мыслеформа не может взаимодействовать с трехмерной парадигмой. Если бы все люди стремились вознестись, вознеслась бы и человеческая цивилизация, однако в настоящий момент истории это не так. Поэтому совершающие вознесение будут стремиться строить взаимоотношения друг с другом, и в конечном итоге искать районы для проживания общинами. По сути, для вознесения нужно полностью отказаться от трехмерной парадигмы, а это может включать работу, членов семей, дом, недвижимость, имущество и все остальные формы привязанности, свойственные образу жизни в третьем измерении. Возносящиеся люди подвигаются на поиски независимых форм добывания средств к существованию, способствующих вознесению, поскольку, возможно, страх не обеспечить себя часто является самым большим камнем преткновения, мешающим уйти с работы или сменить работу. Иллюзия обладания и собственничества. Иллюзия обладания строится на пятом корневом страхе творческого самовыражения, самонадеянности, порожденной на накопительстве, и на области пятой чакры. Привязанность и собственничество – это почти неподвижный поток энергии, основанный на боли, раздражении и страхе. Когда энергия движется, боль, раздражение и страх перестают существовать. Если четвертая иллюзия основана на привязанности к другим, то пятая – на обладании или получении других в собственность. Мы четко проведем различие между четвертой и пятой иллюзиями. В то время как четвертая иллюзия является результатом нежелания отпустить для вознесения привязанность, пятая – результат нежелания отказаться в целях вознесения от обладания. Иногда четвертая и пятая иллюзии сопутствуют друг другу, иногда – нет. Согласно нашим исследованиям, о чем мы говорили в предыдущих материалах, собственничество и привязанность связаны между собой. В определенном смысле, собственничество – это более высокая октава привязанности. Не всякая привязанность строится на собственничестве. Некоторые из них возникают просто из кармических договоров, не содержащих сигнатуры собственничества.
У собственничества есть не только привязки, но и свойственный ему энергетический знак. Поэтому, у обладания собственничества, существуют привязки, или жгуты, идущие от одного человека к другому человеку, месту или предмету, и в дополнение к привязкам, есть сигнатуры собственничества. Собственничество вызывает гораздо большую утрату энергии формы, чем кармическая привязка, поскольку сигнатуры собственничества позволяют передавать энергию, записи, энергетическую решетку, информацию, или движущиеся энергетические системы, из одного поля в другое. При вознесении, если продолжается утрата записей вознесения, последние приостановятся до тех пор, пока не будет преодолено порождающую их утрату собственничества. Все сигнатуры собственничества трансмутируются частотами языка света, заменяющими их, и позволяющими прекратить перенос информации, или энергии между сторонами. Людьми обладают, и забирают их записи, не только другие люди и группы людей, но также и сущности, их группы, существующие на личной, национальной или международной основе. Все группы или сообщества, в которые когда-либо входил человек, имеют свою сигнатуру собственности в вашем поле, если вы еще не высвободили таковые, например, принадлежность к какой-либо религии, или духовное общение. Собственничество групп может переходить из жизни в жизнь, и быть связано с опытом, и соглашениями предков. Чтобы вознестись в этой жизни, потребуется также отказаться от обладания имуществом, в форме материальных предметов, или недвижимости. Для подобного освобождения необходим также отказ от предметов, или общения с некоторыми людьми. Мы знаем, что многим трудно это принять, и особенно реализовать в своей жизни. Осознание этого даст вам понять, насколько плотно вы окутаны слоями иллюзии. Да. Обязательства, принимаемые на этом пути, серьезные, они не для беспечных духовных новичков. Иллюзия видения. Иллюзия видения связана с шестым корневым страхом видения и самонадеянностью, порожденной всевидением, а также областью шестой чакры. Она предполагает, что то, что человек видит, является для него бесспорной истиной. При вознесении, человек постоянно задается вопросом, является ли то, что он видит или слышит, истинным. В то время как во второй иллюзии, человек доверяет тому, что видит, слышит или ощущает. В иллюзии видения, он доверяет тому, что видит, или представляет себе, не перепроверяя, является ли это действительно так. Чтобы отличать ложные видения от истинных, исходящих от души, человек должен впустить видение в форму, и почувствовать, что он ощутит, когда видение развернется внутри формы, и реализуется в физическом пространстве. Если ощущение видения приятно для формы, и приносит сердцу радость, то это видение можно принять как способствующие цели вознесения. Чтобы это ощутить, необходимо иметь неповрежденное эмоциональное тело, иначе вами будут манипулировать. Иллюзию видения можно встретить на примере многих ясновидящих, целителей, духовных учителей, которым многие идущие духовным путем доверяются, чтобы увидеть для себя. Этой иллюзии свойственно убеждение, что вы видите недостаточно хорошо, чтобы увидеть собственную истину, и поэтому ищете кого-то, кто сделал бы это для вас. Как часто посвящаемые говорят: «Я не ясновидящий. Я ничего не могу видеть». Все это происходит потому, что вы сориентированы на внешние источники информации и знаний,
вместо того, чтобы созерцать свою собственную истину изнутри самого себя. Вместо того, чтобы наладить связь со своей душой, вы по привычке продолжаете задавать вопросы в Google и искать поддержку во внешних источниках. Вновь и вновь вы обращаетесь к кому угодно, только не к самому себе. И каждый раз просмотр кинофильмов, телевидения, все плотнее окутывает вас завесами иллюзий. Оставьте все это. Знаете, никто, кроме вас, вне вас, никогда, точно, не увидит вашей истины, поскольку его представления примешаются к его собственным иллюзиям, стереотипам и внутреннему диссонансу. Поэтому, возносящимся посвящаемым, рекомендуется сориентироваться на собственное видение, научиться доверять собственному видению и прекратить поиск внешних источников, подсказывающих направление движения и действия, научиться полагаться на собственное независимое видение и знание во всех делах. Видение – это функция души. Душа видит следующий стереотип, проявляющийся для высвобождения возносящимся посвящаемым. Поскольку при заземлении тело и душа объединяются и общаются, душа может передать телу свое видение и знание, опуская в сознание стереотип, требующий трансмутации, или видение следующего шага духовного пути домой. Когда посвящаемые стремятся заякорить душу, их видение и осознание усиливаются. Существует знание на уровне тела, возникающее в результате обмена информацией между телесным духом, ангелом, управляющими девами, удерживающими целостность формы, хранителем акашических записей, вашим библиотекарем, ведущим духовным знанием, и душой. Поэтому мышечное тестирование – это еще один способ получения знаний на уровне тела, для перепроверки истины, или видения, чтобы определить, способствуют ли они выбору вознесения. Что касается целительства, то возносящийся целитель лишь заякоряет адекватный контакт между телом своего пациента и его истоком, так, чтобы его собственная душа могла предоставить любое целительство, которое считает необходимым для исцеления или продолжения вознесения пациента. Те из наших слушателей, кто является предлагающим населению целительские услуги, могут работать вышеизложенным образом. Поступая так, вы перестанете создавать себе карму как целители, так как влияние на путь другого, посредством совета или целительства, не только считается актом причинения вреда, но и создает карму. Нужно просто выразить намерение не причинять вред способом, которым вы исцеляете, и такое стремление вызовет необходимые изменения, чтобы заякорить целительство и просмотр новым способом, основанным на непричинении вреда. Иллюзия знания, или иллюзия истины. Иллюзия знания связана с седьмым корневым страхом познания, самонадеянностью, порожденной всезнанием, и областью седьмой чакры. Иллюзия знания предполагает, что кто-то один обладает истиной, или истина только одна, или что только одна истина может быть господствующей и правильной. При убеждении в существовании только одной истины, единство и сотрудничество невозможно. Поскольку для сотрудничества требуется объединение множества истин, каждая из которых имеет уникальный способ выражения. Для принятия чужой истины необходимо умение воспринимать другого человека изнутри его уникального опыта. В любом опыте содержится уникальная истина и выражение пути вознесения, имеющего абсолютно законные основания существовать в качестве творения Бога, богини в человеческой форме. Иногда истины кардинально отличаются,
Один возносящийся мастер проходит свой опыт, другой – ему противоположный. Обе истины абсолютно правомерны и являются отражением уникального опыта обоих, получаемого при генетических изменениях и подвижках сознания в акте вознесения. Научившись принимать собственную истину в качестве правомерной, а также все остальные истины, даже если они противоречат вашему собственному опыту вознесения, вы преодолеваете иллюзию истины. В отношениях гуру-ученик, последний принимает истину гуру в качестве правомерной и своей собственной. Гуру забирает истину ученика, поскольку конфискует все его духовное знание. Таким образом, истина гуру смешивается с истиной многих других, и поэтому ни он сам, ни его ученик не знают, что есть их истина. Когда ученик захочет отойти от гуру, будь тот духовным учителем, целителем, супругом, работодателем, одним из родителей, врачом, финансовым экспертом или политиком, а также вернуть себе истину и знания, являющиеся частью его собственного биологического наследия, он в своем вознесении преодолеет иллюзию истины. Гуру, пожелавший полностью освободить своих учеников, стать сувереном своей собственной истины и позволить другим сделать то же самое, также преодолеет в своем вознесении иллюзию истины. Возносящийся человек, каждому существу, всем видам жизни на Земле, позволяет следовать своим собственным путем познания, в соответствии со своей собственной истиной, для того, чтобы когда-нибудь всему, что есть, слиться в едином. Следуя этому, вы будете привержены истине возносящегося мастера, каковым вы и являетесь. Подобный выбор является сокровенным и глубоко индивидуальным, и в свое время, осуществившись, приведет вас домой. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения.